Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня для вас я подготовила вот такую вот модельку следков. Вяжутся они несложно, выглядят очень красиво и эффектно. Данные следки я вязала из пряжи Alizella на Gold Classic. Метраж данной пряжи в 100 граммах 240 метров. Состав 51% акрила и 49% шерсти. Вязала спицами номер 3,5 мм. Данные следки я вязала на размер ножки 37-38, но по данному видео вы сможете отрегулировать эти следки под свой размер ноги. Прежде чем приступить к вязанию, давайте разберемся с принципом вязания вот такой вот модельки следков. Изначально я набирала 8 петель и делала прибавки. После того, когда я сделала необходимое количество прибавок, я начала вывязывать основной узор нашего следка. Здесь у меня по мыску идет 4 раппорта данного узора. Раппорт узора состоит из 4 рядов в высоту. Получается, 4 ряда я провязала одним цветом, затем 4 ряда другим цветом, обратно 4 ряда одним цветом, 4 ряда другим цветом. И заканчивала вывязывать мысок также платочными дорожками. После того, когда я вывязала вот в эту часть следка, я примеряю данную заготовку на ногу и регулирую ее уже под свой размер ноги. То есть, если вам надо вот эта вот заготовочка немного выше для вашей ноги, вот эта вот часть, тогда вы дополнительно свяжете еще пару рядов. Если вам много данной высоты, тогда можно пару рядов распустить. По ходу видео я все буду измерять в сантиметрах. И каждую часть заготовки мы примеряем на ногу и регулируем ее уже под свой размер ноги. После того, как мы с вами отрегулировали вот эту часть, далее мы вывязываем боковые части следка. Боковые части вывязываются отдельно. Сначала одна часть вывязывается вот таким вот узором, как и по мыску, затем вторая часть. И далее, после того, как мы связали с вами вот эту заготовку, мы будем набирать петли по контуру и вывязывать подошву. Подошва, как вы видите, цельно вязаная. Сделаем потом один шов по задней части следка. Шов очень аккуратный, совершенно незаметный. И я еще обвязала данный край крючком. Если вам понравилась данная модель следков, предлагаю ее связать вместе со мной. Берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию. На спицы набираем 8 петель обычным способом набора с помощью длинного хвоста. И сейчас мы приступаем к нулевому ряду. Он у нас идет по изнаночной стороне. Первую кромочную петлю на протяжении всего вязания я снимаю, не провязывая. И далее все петли я провяжу лицевыми. Последняя кромочная петля на протяжении всего вязания будет провязываться изнаночной петлей. Переворачиваем вязание на лицевую сторону, и сейчас уже с первого лицевого ряда мы будем прибавлять петли. В каждом лицевом ряду у нас будет прибавляться по 2 петли. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Сразу после первой петли мы обвиваем пальчик рабочей нитью и набрасываем дополнительную петлю на правую спицу. Вот таким вот образом мы с вами будем добавлять все петли. Далее провязываем все петли лицевыми до последней кромочной петли. Перед последней кромочной петлей мы также добавим уже вторую петлю. Будем обвивать пальчик рабочей нитью и вот эту вот петельку набрасываем на правую спицу. Таким образом мы добавляем наши петли. Последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной, так как она у нас кромочная. Таким образом мы будем провязывать все лицевые ряды с добавлением петель. Получается, первая петля у нас будет добавляться сразу после первой кромочной петли. И вторая петля у нас добавляется перед второй кромочной петлей. Второй изнаночный ряд, первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И сразу после этой петли у нас идет добавленная наша петля. Мы ее провязываем постоянно за короткую стеночку петли лицевой петлей. Таким образом у нас не будет образовываться дырочек в нашем вязании. Далее провязываем все петли лицевыми.
Также добавленную петлю провязываем лицевой скрещенной. И последняя петля кромочная провязывается изнаночной петлей. Так мы будем провязывать все наши изнаночные ряды. Давайте еще пару рядов мы с вами провяжем. Далее будете добавлять петли самостоятельно. Третий ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Сразу после нее добавляю одну петлю. Провязываю петли лицевыми. Когда у нас на левой спице остается одна петля, перед этой последней кромочной петлей мы добавляем вторую петлю и последнюю петлю провязываем изнаночной. Четвертый изнаночный ряд, первую кромочную петлю я снимаю, далее провязываем лицевую скрещенную, далее лицевые. И у нас добавленная петля на левой спице также провязывается скрещенной лицевой. Последняя изнаночной петлей. И далее вот таким вот образом я буду добавлять петли в каждом лицевом ряду по 2 петли до тех пор, пока у меня на спице не получится 24 петли. Получается, в лицевом ряду мы добавляем одну петлю сразу после первой кромочной петли и вторую петлю перед второй кромочной петлей. Все остальные мы провязываем лицевыми петлями. Во всех изнаночных рядах добавленные петли мы будем провязывать лицевыми скрещенными, все остальные обычными лицевыми петлями. Встретимся, когда у нас будет на спице располагаться 24 петли. Я добавила все необходимые петли, у меня сейчас на спице располагается 24 петли. Ширина по самой широкой части примерно получается 12,5 сантиметров. Высота данной заготовочки 5 сантиметров. Самая узкая часть составляет 3 сантиметра. Если посмотреть на готовом слитке, мы с вами вывязали вот эту вот часть. И далее мы будем вывязывать основной узор нашего слитка, чередуя нить белую с фиолетовой. Но для того, чтобы начать вывязывать узор, мы сначала провяжем нитью фиолетового цвета 2 ряда. Один ряд по лицевой стороне, все петли провязываем лицевыми. Второй ряд по изнаночной стороне, все петли провязываем изнаночными. Провязываем данные 2 ряда самостоятельно. Прибавления больше никакие не делаем. Я провязала самостоятельно 2 ряда. Теперь берем нить белого цвета и нитью белого цвета мы сейчас провяжем 4 ряда. Это наш раппорт узора. Прикладываю кончик белого цвета, узелков я не завязываю, просто потом этот кончик спрячем по изнаночной стороне самостоятельно. Первую кромочную петлю мы постоянно снимаем, не провязывая. И далее вяжем 1 лицевая белой нитью. Далее я должна спуститься на 3 ряда вниз между петлями под вот эти вот протяжки. Считаем вот первая протяжка, вторая и третья. Вводим спицу на 3 ряда вниз, подхватываем рабочую белую нить и вынимаем петлю на уровень нашего вязания. Далее провязываем 2 лицевые петли. Обратно спускаемся вниз на 3 ряда ниже, считаем между петлями вот эти вот протяжки. Получается первая протяжка, вторая и третья. Вводим именно в эту дырочку под третью протяжку спицу, подхватываем рабочую белую нить и вынимаем длинную петлю на уровень нашего вязания. Данные вот эти вот 3 петли, 2 лицевые и 1 длинная петля повторяем до конца ряда. 2 лицевые петли. Спускаемся вниз на 3 ряда ниже, между петлями под вот эти вот протяжки. Первая, вторая, третья. Вводим спицу под третью протяжку, подхватываем белую рабочую нить и вынимаем длинную петлю на уровень вязания. Обратно 2 лицевые. Спускаемся вниз на 3 ряда ниже, вводим спицу под третью протяжку, подхватываем белую рабочую нить и вынимаем вот такую вот длинную петлю на уровень нашего вязания.
И таким образом мы повторяем данный раппорт узора, состоящий из вот этих вот 3 петель. Далее. У меня на левой спице остается 2 петли. Мы провязываем 1 лицевая и последняя петля кромочная провязывается изнаночной петлей. Вот таким вот образом мы провязали первый наш ряд. Получается, у нас между вытянутыми петлями по 2 лицевые петли. Только в самом конце 1 лицевая и в самом начале 1 лицевая. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону и приступаем ко второму изнаночному ряду. Все наши изнаночные петли в этом ряду мы так и будем провязывать сейчас изнаночными. А длинные вот эти вот петли мы именно в этом ряду будем снимать, не провязывая. Получается, первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее провязываю 1 изнаночная петля. Следующую петлю снимаю, не провязывая, рабочая нить перед работой. 2 изнаночные петли. Петлю снимаю, не провязывая. 2 изнаночные петли. Петлю снимаю, не провязывая. Это вот наша длинная петля, которую мы вынимали из протяжек. 2 изнаночные, 1 петлю снимаю, не провязывая. И таким образом вы провязываете весь второй ряд. Второй ряд до конца я провязала. И теперь у нас вот с этого края располагаются 2 рабочие нити. Перед началом вывязывания третьего ряда я сейчас перекручу данные 2 рабочие нити, чтобы больших протяжек у нас по данному краю не образовывалось. И благодаря тому, что мы перекрутили нити между собой, нить фиолетового цвета поднялась на 1 ряд. Кончики по данному краю все прячем самостоятельно по изнаночной стороне. Третий ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Следующую петлю я переверну, чтобы у меня правая стеночка лежала сверху. И теперь вот эту вот первую петлю и вторую длинную петлю я провязываю за верхние правые стеночки 1 лицевой петлей. Вот таким вот образом. Далее левой спицей подхватываю дужку длинной петли и следующие 2 петли, то есть вот эта вот дужка и обычная лицевая, у нас также провязываются вместе, но уже за нижние правые стеночки 1 лицевой петлей. У нас таким образом раздвоилась вот эта вот длинная петелька. Данные 2 петли, которые у нас получились, составляют раппорт нашего узора. Получается, первую петлю я переверну, чтобы у меня правая стеночка лежала сверху. Провязываю 2 петли вместе 1 лицевой за правые верхние стеночки. Теперь левой спицей подхватываю 1 дужку длинной петли и провязываю следующие 2 петли одной вместе, только уже за нижние правые стеночки. Давайте еще раз повторим. Петлю переверну, чтобы у меня правая стеночка лежала сверху. 2 петли провязываю вместе 1 лицевой за верхние правые стеночки. Теперь левой спицей подхватываю 1 дужку петли длинной и следующие 2 петли провязываю 1 лицевой за нижние правые стеночки. Таким образом мы будем провязывать весь наш третий ряд. Довязываем таким вот образом до конца весь наш ряд. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Третий ряд до конца я провязала. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону и приступаем к 4-му ряду. В 4-м ряду все наши петли без исключения провязываются изнаночными. Получается, первая кромочная петля у нас снимается, не провязывая, и далее просто все петли провязываем изнаночными. Последняя кромочная петля также провязывается изнаночной. Мы с вами провязали 1 раппорт нашего узора ниточкой белого цвета. Мы с вами вывязали вместе вот эту белую полосу.
Далее эти же 4 ряда, которые мы только что с вами провязывали, мы провязываем только ниточкой фиолетового цвета. Далее обратно эти же 4 ряда ниткой белого цвета и 4 ряда ниткой фиолетового цвета. У нас здесь получается в серединке 1, 2, 3, 4 раппорта. Только чередуем цвета. Сейчас я вместе с вами провяжу первый ряд узора ниткой фиолетового цвета. Далее будете провязывать самостоятельно. Беру вот с этого края нить фиолетового цвета. Получается, первая кромочная петля у нас снимается, не провязывая. И далее начинаем вывязывать наш первый ряд. 1 лицевая петля. Спускаемся вниз на 3 ряда ниже. Вот получается первая протяжка, вторая и третья. Ввожу спицу под третью протяжку, подхватываю фиолетовую нить и вынимаю длинную петлю на уровень нашего вязания. Далее провязываем 2 лицевые петли. Обратно спускаюсь вниз на 3 ряда ниже. Под третью протяжку ввожу спицу, подхватываю рабочую нить и вынимаю длинную петлю на уровень нашего вязания. Провязываем 2 лицевые петли. Обратно спускаюсь вниз на 3 ряда. Подхватываю рабочую нить, выняла вот такую вот длинную петлю. Далее провязываю 2 лицевые. Спускаюсь вниз на 3 ряда ниже, подхватываю рабочую нить, выняла длинную петлю. Таким образом провязываем далее до конца ряда. В самом конце у нас будет, как и в начале, 1 лицевая и кромочная. Провязывается постоянно изнаночной петлей. Первый ряд нитка фиолетового цвета я провязала. Это первый ряд нашего раппорта узора. Далее 2, 3 и 4 ряды вы вяжете самостоятельно, так же как мы вязали с вами белым цветом. Получается, во втором ряду все изнаночные мы провязываем также изнаночными петлями. Все длинные петли, которые мы вынимали из протяжек, мы будем снимать не провязывая, рабочую нить располагать перед работой. Далее в третьем ряду первую кромочную петлю снимаю не провязывая. Далее следующую петлю я переверну, чтобы у меня правая стеночка лежала сверху, и провязываю 2 петли вместе одной лицевой петлей за верхние правые стеночки. Далее левой спицей подхватываю одну дужку длинной петли, и следующие 2 петли я провязываю 2 вместе одной лицевой, но уже за правые нижние стеночки. И таким образом вяжем весь третий ряд. Четвертый ряд провязываем просто все петли изнаночные. Не забываем перед третьим рядом перекручивать 2 наши рабочие нити, чтобы больших протяжек по данному краю у нас не образовывалось. Довязываем второй раппорт нашего узора ниткой фиолетового цвета. Далее третий раппорт узора мы провязываем ниткой белого цвета. И 4 раппорт узора ниткой фиолетового цвета вы провязываете также самостоятельно. Именно 4 раппорт нашего узора вы провязываете только 3 ряда. 4 ряд мы с вами провяжем вместе. У нас сейчас с вами провязано, получается, 1 раппорт белым цветом, 2 раппорт фиолетовым цветом, 3 раппорт белым цветом и 3 ряда 4 раппорта фиолетовым цветом. Нить белого цвета мы можем уже обрезать, она пока нам не нужна. Если померить в сантиметрах, высота моей заготовки на данный момент составляет 9 сантиметров. Далее именно 4 ряд 4 раппорта мы будем провязывать не как обычно изнаночными петлями, а лицевыми, чтобы далее у нас получились платочные дорожки. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, и далее все петли я буду провязывать лицевыми. Последняя кромочная петля у меня провязывается изнаночной петлей. Далее каждый самостоятельно провяжет 4 ряда лицевыми петлями. Получается, как в лицевом ряду мы все петли провязываем лицевыми, так и в изнаночном ряду также мы все петли провязываем лицевыми. Встретимся, когда вывяжем самостоятельно 4 ряда лицевыми петлями.
Я провязала 4 ряда лицевыми петлями, и как вы можете заметить, у меня здесь 3 платочные дорожки. Первая, вторая и третья. В сантиметрах 11 сантиметров. Далее мы перенесем наши все петли на спицу на леске. Вот эта вот заготовка должна вот таким вот образом закрывать вашу ножку. И смотрим, хватает нам данной высоты заготовки, либо вы захотите связать эту часть повыше. Если вдруг вам не хватает именно высоты, либо вам этой высоты много, тогда можете самостоятельно отрегулировать ее под свою ножку. Но данную заготовочку мерим на свою ногу в растянутом виде, так как она у вас будет сидеть на ножке. Получается, мы с вами вывезли вот этот вот весь мысок. Теперь далее мы все петли на спице будем делить на 2 равные части. Получается, одна часть петель у нас уходит на одну сторону слитка, вторая часть петель у нас уходит на вторую сторону слитка. Именно вот эти вот боковые части я буду вывязывать только узором, чередуя белую с фиолетовой нитью. Так как у меня сейчас на спице располагается 24 петли, поэтому мы 12 петель переснимем на первую спицу и 12 петель на вторую спицу. И сейчас мы будем вязать вот эту вот часть, где у нас располагается наша рабочая нить. Перед тем, как мы начнем вывязывать раппорт нашего узора, мы сейчас с вами свяжем 2 установочных ряда. Ниткой фиолетового цвета первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, и далее все петли с этой спицы я провязываю лицевыми. Последняя 12-я петля, она у нас будет идти сейчас как кромочная. Провязываем изнаночной петлей. Второй установочный ряд мы провязываем изнаночными петлями. Первую кромочную петлю мы снимаем, не провязывая, последнюю провязываем изнаночной петлей. И после того, когда мы с вами провязали 2 установочных ряда, мы сейчас берем нить белого цвета, фиолетовую нить при этом не обрезаем. Прикладываем кончик белой нити и начинаем вывязывать раппорт узора, состоящий из 4 петель. Получается, первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Следующую петлю уже белым цветом я провязываю лицевой. Теперь спускаюсь вниз на 3 ряда. Получается, первая протяжка, вторая и третья. Ввожу спицу под третью протяжку, подхватываю белую рабочую нить и вынимаю петлю на уровень нашего вязания. Далее провязываю 2 лицевые петли. Обратно спускаюсь вниз на 3 ряда, подхватываю белую рабочую нить, вынимаем петлю, провязываем 2 лицевые петли. Спускаюсь вниз на 3 ряда, под третью протяжку ввожу спицу, подхватываю белую рабочую нить. Получается так же, как мы вывязывали с вами узор на мыске, только у нас сейчас меньше петель. Второй ряд, первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, далее 1 изнаночная, следующую петлю снимаю, не провязывая, рабочая нить перед работой, 2 изнаночные, 1 петлю снимаю, не провязывая, 2 изнаночные, петлю снимаю, не провязывая, 2 изнаночные, петлю снимаю, не провязывая, и так далее. Перед началом третьего ряда мы перекручиваем 2 наши рабочие нити, чтобы больших протяжек у нас по данному краю не образовывалось. И белой нитью продолжаем вывязывать третий ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Следующую петлю я переверну, чтобы у меня правая стеночка лежала сверху. Провязываю 2 петли вместе за верхние правые стеночки. Левой спицей подхватываю 1 дужку длинной петли и следующие 2 петли также провязываю 1 лицевой, только уже за нижние правые стеночки. У нас данная петля раздвоилась на 2 части. Обратно повторяем. Переворачиваем петлю, провязываем за верхние правые стеночки 2 петли вместе. Теперь подхватываем левой спицей 1 дужку петли длинной и провязываем следующие 2 петли также 1 лицевой, только уже за нижние правые стеночки. Таким образом мы провязываем весь наш ряд.
Переворачиваем вязание, 4 ряд раппорта узора, первую кромочную петлю я снимаю и далее провязываю все петли изнаночные. Мы с вами провязали 4 ряда, это составляет раппорт нашего узора в высоту. Теперь сбоку берем нить фиолетового цвета, получается первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, далее 1 лицевая, то есть повторяем первый наш ряд только ниткой фиолетового цвета. Далее спускаюсь вниз на 3 ряда. Под третью протяжку ввожу спицу, подхватываю рабочую нить, вынимаю петлю на уровень нашего вязания. Далее 2 лицевые петли. Обратно спускаюсь вниз, под третью протяжку ввожу спицу, подхватываю рабочую нить, вынимаю петлю на уровень нашего вязания. Далее 2 лицевые петли. И так далее. Второй ряд, первую кромочную снимаем петлю, получается 1 изнаночная, петлю снимаем не провязывая, 2 изнаночные, петлю снимаем не провязывая, рабочая нить перед работой, 2 изнаночные, петлю снимаем, 2 изнаночные, петлю снимаем, 2 изнаночные, петлю снимаем, 1 изнаночная и кромочная. Перед началом третьего ряда мы перекручиваем 2 наши рабочие нити между собой. И третий ряд продолжаем вывязывать ниткой фиолетового цвета. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, переворачиваем петлю и провязываем 2 петли вместе одной лицевой за верхние правые стеночки. Далее левой спицей подхватываем одну дужку длинной петли и следующие 2 петли провязываем также вместе одной лицевой. Повторяем, переворачиваем петлю, провязываем 2 петли вместе за верхние стеночки, подхватываем дужку петли и провязываем 2 петли вместе одной лицевой за нижние правые стеночки. Таким образом мы провязываем весь наш третий ряд. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной. 4 ряд. Первую кромочную петлю я снимаю и далее все петли мы провязываем изнаночными. Мы с вами провязали уже второй раппорт узора, только уже ниткой фиолетового цвета. Если посмотреть на готовом слитке, мы с вами вывязали вот эту белую полосу и фиолетовую. Далее мы будем провязывать самостоятельно, чередуя данные раппорт узора, состоящий из 4 рядов. Первую, вторую полосу мы с вами провязали вместе. Далее третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую и 8 полосу мы будем провязывать с вами самостоятельно. Итого нам нужно провязать самостоятельно 6 полос. Получается 4 белые и 4 фиолетовые. Встретимся, когда вывяжем 6 самостоятельно полос. Я провязала самостоятельно 6 раппортов данного узора в высоту. В сантиметрах боковая часть моя составляет примерно 10,5 сантиметров. Всего в заготовка моя в нерастянутом виде 21 сантиметр. Далее мы вот эту вот заготовочку примеряем на свою ногу. Примеряем в растянутом виде, так как она у нас будет сидеть на ноге. И смотрим, хватает нам длины вот этой вот боковой части. Либо нам нужно связать ее короче, либо длиннее. Мне, как вы видите, все хватает. Поэтому сейчас все петли со спицы я буду закрывать. Если вам вот этой вот части недостаточно, много, либо мало, тогда регулируйте ее под свой размер ноги. Рабочую нить белого цвета мы обрезаем. В данной части она нам больше не нужна. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, следующую петлю провязываю лицевой. И теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Таким образом мы будем закрывать с вами все петли. Получается, петлю провязываю лицевой, и теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Закрывайте данный край эластично, чтобы он у вас не был тугим.
Вот такой вот красивой аккуратной косичкой у нас закрывается данный край. После того, как все петли закрыты, у нас осталась одна открытая петля. Край разровняем, чтобы ничего не стягивало наше полотно. Обрезаем рабочую нить и продеваем в открытую петлю. Затягиваем. Кончики вот эти вот все прячем по изнаночной стороне самостоятельно. И сейчас мы с вами должны провязать вторую сторону нашего следка. Точно такую же, как мы с вами вывязали только что. Прикладываю нить фиолетового цвета. Узелков никаких не завязываю, потом все кончики спрячем по изнаночной стороне. Первую кромочную петлю я постоянно снимаю, не провязывая. И далее мы с вами провяжем 2 установочных ряда. Первый ряд по лицевой стороне, все петли лицевые. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной петлей. И второй ряд по изнаночной стороне, все петли изнаночные. Первую кромочную петлю мы снимаем, не провязывая. И далее вяжем все петли изнаночные. После того, как мы с вами провязали 2 установочных ряда, мы сейчас будем начинать вывязывать раппорт узора так же, как мы вязали в этой части. Сначала мы присоединим ниточку белого цвета и белым цветом провяжем раппорт узора, состоящий из 4 рядов. Затем 4 ряда у нас провяжется ниточкой фиолетового цвета, 4 ряда белого цвета, 4 фиолетового и так далее. Первую кромочную петлю мы будем постоянно снимать, не провязывая. Перед каждым третьим рядом раппорта узора стараемся перекручивать рабочие нити между собой, чтобы не образовывались сильно большие протяжки по данному краю. Поэтому сейчас в этой второй части провяжем 8 раппортов, так же, как мы провязывали с вами вот в этой части. И после вывязывания данных 8 раппортов мы таким же образом будем закрывать все наши петли на спице. Но рабочую нить мы не будем обрезать вот в этой части. Я самостоятельно провязала по второй части нашего следка также 8 раппортов и закрыла все петли. У меня осталась вот одна открытая петля и рабочая наша нить. Белую рабочую нить я обрезала, спрятала кончик по изнаночной стороне. И все остальные кончики я также спрятала по изнаночной стороне. Сейчас мы будем поднимать петли по контуру нашей заготовки. Получается, из каждой кромочной петли у нас будет подниматься по одной петле для подошвы. Берем крючок, вдеваем в открытую нашу петлю. Одна петля для подошвы у нас уже есть. Далее вводим крючок в каждую кромочную петлю за 2 дужки. Подхватываем рабочую нить и вот таким вот образом поднимаем все наши петли. За 2 дужки кромочной петли подхватываем рабочую нить и поднимаем все петли по контуру нашей заготовки. Далее вот эти вот все петли мы переносим на нашу рабочую спицу. Я буду вывязывать мою подошву вот такой вот спицей на леске. Вы можете на обычных чулочных спицах это делать. Поэтому с помощью крючка мы поднимаем петли по краю следка до вот этих петель, получается вот таким вот образом. По первому краю я подняла все петли, в моем случае это получилось 37 петель. Если вы вдруг какую-то часть вязали больше либо меньше, тогда у вас это будет другое количество петель. Далее мы должны поднять петли вот с этого места, где мы в самом начале набирали петли. Получается, мы начинали вывязывать нашу заготовку с 8 петель, поэтому мы должны в этом месте поднять также 8 эти петель. Далее все эти петли я перенесу также на мою рабочую спицу. И сейчас со второй стороны мы также должны поднять все наши петли. Так как я по этой стороне подняла 37 петель, соответственно, и по этой стороне у меня должно подняться 37 петель. Поднимаю таким же образом, ввожу крючок за 2 дужки кромочной петли, подхватываю рабочую нить и поднимаю петлю на крючок. И так далее.
Далее вот эти вот все петли я перенесу на мою рабочую спицу. Вот таким вот образом у нас выглядят все наши поднятые петли. Получается, у меня по бокам поднялось по 37 петель и в центре 8 петель. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И сейчас мы провяжем все наши петли лицевыми. Последняя кромочная петля на протяжении всего вязания также будет провязываться изнаночной. Провязываем далее самостоятельно до конца все наши петли на спице. И начиная со следующего ряда мы с вами будем вывязывать подошву. На подошву я отдаю центральные 10 петель. Получается, у меня с одной стороны остается 36 петель и со второй стороны 36 петель. Вот эти вот все петли мы будем убавлять. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, далее провязываю вторая петля, все петли вяжем лицевыми, третья, четвертая, пятая. И таким образом я должна провязать 36 петель. После того, как мы с вами провязали все 36 петель, мы начинаем вывязывать подошву, которая состоит у нас из 10 петель. Провязываем первую петлю подошвы, между первой и второй я повешу первый наш маркер. Далее провязываем лицевыми петлями вторая петля подошвы, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая и девятая. Между девятой и последней 10 петлей я также вешаю второй маркер. И далее после второго маркера 10 петля подошвы и следующая петля — это первая петля боковой части. В каждом лицевом ряду я их провязываю, данные 2 петли, одной изнаночной петлей. Переворачиваю вязание на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, маркер перебрасываю на правую спицу и далее провязываю до следующего маркера все петли лицевыми. Второй маркер перебрасываю на правую спицу, и во всех изнаночных рядах сразу после второго маркера мы 2 петли вместе вяжем одной лицевой петлей. Давайте еще раз повторим. Первую кромочную петлю я снимаю, маркер перебрасываю, далее провязываем все петли лицевыми до второго маркера. Второй маркер перебрасываю на правую спицу, и сразу после этого маркера я провязываю 2 петли вместе одной изнаночной петлей, так как это у нас лицевая сторона. Переворачиваю вязание на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, маркер перебрасываю. Далее провязываем все петли лицевыми до второго маркера. Второй маркер перебрасываю, и сразу после этого маркера, так как это у нас изнаночная сторона, я 2 петли вместе провязываю одной лицевой петлей. И таким образом мы будем с вами убавлять петли с каждой стороны. Получается, во всех лицевых рядах первую петлю мы кромочную снимаем, между маркерами постоянно провязываем лицевыми эти петли, и сразу после второго маркера 2 петли провязываем одной изнаночной петлей. Во всех изнаночных рядах первую петлю снимаем, между маркером провязываем все петли лицевыми, и сразу после второго маркера провязываем 2 петли вместе одной лицевой петлей. Таким образом мы далее будем убавлять петли до тех пор, пока у меня с каждого края не останется по 4 петли на спице. Я провязала подошву до тех пор, пока у меня с каждого края не осталось по 4 петли, плюс 10 петель — это петли нашей подошвы. И сейчас с этого момента мы будем убавлять петли не только боковые, но и петли в самой подошве. При этом делать заужение петель на пяточку. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, маркер перебрасываю, и далее вяжем 6 лицевых петель.
У нас остается 2 петли до маркера, и в каждом ряду мы эти 2 петли будем провязывать одной лицевой петлей за верхние правые стеночки. Маркер перебрасываю, и так как это у нас лицевая сторона, сразу после второго маркера я провязываю 2 петли вместе одной изнаночной петлей. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, маркер перебрасываю, и далее уже вяжем 5 петель лицевыми, не довязывая, получается 2 петли до конца маркера. И вот эти вот 2 петли до маркера второго я провязываю постоянно одной лицевой за верхние правые стеночки. Маркер перебрасываю, и так как это у нас изнаночная сторона, сразу после второго маркера я провязываю 2 петли вместе одной лицевой петлей. Давайте еще данные 2 ряда повторим. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Маркер перебрасываю, далее провязываю петли лицевыми, не довязывая 2 петли до второго маркера. 2 петли до маркера провязываю одной лицевой. Маркер перебрасываю, сразу после маркера я провязываю 2 петли вместе одной изнаночной. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону, первую кромочную петлю я снимаю, маркер перебрасываю, далее обратно провязываю все петли лицевыми, не довязывая 2 петли до второго маркера. И в каждом ряду я эти 2 петли провязываю одной лицевой петлей. Маркер перебрасываю на правую спицу, и так как это у нас изнаночная сторона, я провязываю сразу после маркера 2 петли вместе одной лицевой петлей. И таким образом вы далее будете убавлять петли самостоятельно до тех пор, пока у вас с каждой стороны не убавятся все ваши петли. Не забываем, именно в подошве мы также в каждом ряду убавляем по одной петле. Провязываем в каждом ряду, как в лицевом, так и в изнаночном, 2 петли вместе перед вторым маркером. Я убавила все боковые петли до тех пор, пока у меня не осталось на спице 3 петли. И это 3 петли нашей подошвы. Получается, боковых петель у нас здесь уже не осталось. И сейчас мы эти 3 петли провяжем вместе. Получается, первая кромочная петля у нас снимается, не провязывая. Следующие 2 петли я провязываю вместе, как одна лицевая петля. И первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. У меня осталась вот такая вот одна открытая петля. Рабочую нить я сейчас обрезаю побольше, чтобы этой нитью сейчас сшить вот этот шов слегка задний. Затем я просто продеваю данную рабочую нить в открытую петлю и затягиваю. Вот такая у нас подошва получилась. Рабочую нашу нить продеваем в иглу с широким ушком, и сейчас этой иглой мы будем сшивать наш следок. Данный шов мы будем сшивать не за вот эти вот дужки кромочных петель, а петли, которые располагаются именно сразу за кромочными, как с одной, так и со второй стороны. Получается, ввожу иголочку за 2 дужки петли, которые располагаются сразу за кромочной с одной стороны. И таким же образом со второй стороны иголочку обязательно вводим снизу вверх. В следующую петлю ввожу иголочку, которая располагается сразу за кромочной петлей с одной стороны и таким же образом со второй стороны. Обязательно смотрите, чтобы шов у нас шел равномерно. Первый раппорт сшивался также с первым раппортом. Второй раппорт узора в ширину будет сшиваться со вторым раппортом в ширину. Далее вводим иголочку за 2 дужки петли, которые располагаются сразу за кромочной с одной стороны и со второй стороны. С одной стороны и со второй. Иголку вводим снизу вверх. Вот такой вот красивый шов, совершенно незаметный, у нас с вами получается. Далее сшиваем до конца полностью весь шов самостоятельно. Не забываем разравнивать данный шов, чтобы ничего не стягивало наше полотно. Встретимся, когда сошьем полностью весь наш шов.
Вот таким вот образом смотрится наш готовый шов. Далее рабочую нить мы закрепим по изнаночной стороне и обрежем. Вот такие вот слитки у нас с вами получились. Заготовка слитка у нас готова, но я еще предпочитаю обвязать данный край с помощью крючка. Благодаря этому край у нас будет аккуратный, красивый. И если вдруг вот это вот отверстие оказалось для вашей ноги немного свободно, чем вы хотели, можно сейчас именно этой обвязкой эту проблему решить. Сделать данную обвязку немного тоже. Поэтому сейчас я беру нить белого цвета и крючок примерно 3,5 миллиметра. Начинать делать обвязку я буду вот с этого места слитка. Ввожу крючок за 2 дужки кромочной петли, подхватываю белую рабочую нить, и у нас на крючке образовалась одна петля. Делаем вот таким вот образом одну воздушную петлю. Далее я ввожу крючок в следующую петлю за 2 дужки, подхватываю белую рабочую нить, и у нас на крючке образовалось 2 петли. И сейчас между собой я просто эти 2 петли соединяю. Таким вот образом я буду обвязывать весь наш следок. Получается столбиками без накида. В следующую петлю ввела крючок, подхватила белую рабочую нить и сейчас между собой 2 петли соединила. Ввела в следующую петлю за 2 дужки крючок, подхватила рабочую нить и сейчас эти 2 петли между собой соединила. И так далее. Вот такой вот край обвязки у нас с вами получается. Все очень красиво и аккуратно. После того, когда мы обвязали по кругу весь наш край, далее я ввожу крючок уже в кромочную белую петлю за 2 дужки. Подхватываю рабочую нить. У нас на крючке образовалось 2 петли, и сейчас вторую петлю просто продеваю через первую. Вот таким вот образом мы сомкнули данную обвязку в круг. Далее рабочую нить обрезаем, продеваем кончик в данную открытую петлю и затягиваем. Кончики эти прячем по изнаночной стороне самостоятельно. Не забываем разровнять данный край. И после того, как мы с вами сделали обвязку, спрятали все кончики по изнаночной стороне, вот такие вот 2 красивые следка у нас с вами получились. Если вам понравился данный мастер-класс, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.